Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю немецкий пирог с абрикосами и миндалем. Рецепт очень несложный, пирог готовится быстро, довольно просто. В его основе нежное рассыпчатое песочное тесто, а в начинке миндаль и абрикосы. Миндаль и абрикосы прекрасно между собой сочетаются и создают такую очень яркую, гармоничную, незабываемую, можно даже так сказать, вкусовую палитру. Что еще можно сказать об этом рецепте? Рецепт я нашла в интернете, но если верить автору, который разместил этот рецепт, то к автору рецепта он попал от одной немецкой бабушки, которая печет этот пирог очень давно. Это такой семейный рецепт. На тот момент бабушке было, наверное, лет 70 или 80, вот, честно говоря, не помню сколько. Но она до сих пор его пекла. Я очень люблю такие семейные рецепты, то есть не те рецепты, когда один раз приготовил и забыл, а те, которые оседают и которые готовятся годами. Они оттачиваются, отшлифовываются, и в результате получается, конечно, просто и очень вкусно. Знаю, что найдутся те, кто будет ругать меня за то, что я в очередной раз размещаю какой-то дорогой рецепт, поскольку, действительно, он не очень бюджетный. Здесь и миндаль, здесь и абрикосы, здесь и сливочное масло. Когда я первый раз приготовила этот пирог, он настолько получился красивым, настолько получился вкусным, что я ни разу об этом не пожалела. Поэтому, на мой взгляд, он стоит потраченных продуктов и потраченных усилий. Ну а теперь давайте готовить. Для теста нам понадобится 200 грамм муки, 100 грамм холодного нарубленного сливочного масла, 75 грамм сахара, одно среднее куриное яйцо, пакетик разрыхлителя для теста, это 10 граммов, и пакетик ванильного сахара, пакетик 8 граммов. Просеиваем муку, всыпаем сахар, ванильный сахар, разрыхлитель для теста. И все хорошо размешиваем, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились по объему. Кладем 100 грамм холодного нарубленного сливочного масла и быстро перетираем в крошку. Очень мелкой крошки добиваться не нужно, плюс-минус горошина будет вполне достаточно. В центре крошки я сделаю углубление, вобью туда яйцо. Яйцо разболтаю вилочкой и яйцом свяжу крошку в тесто. Долго месить, вымешивать тесто не нужно. Как только крошка свяжется в тесто, оно готово. Вот такое очень приятное на ощупь пластичное тесто получается в результате. Желательно для выпечки пирога взять специальную форму для тартов. Если такой формы нет, подойдет и обычная разъемная форма для тортов. Диаметр моей формы 26 сантиметров. Низ формы я застелила бумагой для выпечки. Борта ничем не смазывала. Тесто можно раскатать и затем раскатным тестом выстелить форму. Но мне удобнее не раскатывать, удобно просто отщипывать от теста кусочки и вот таким образом выкладывать в форму. Закрываем тестом всю форму. Закрываем дно и стенки на высоту примерно в 3 сантиметра. Форму убираем в холодильник. По рецепту нужно убрать на 2 часа. Если спешите, можно убрать на полчаса в морозильную камеру. Для начинки нам понадобится 100 грамм миндальной муки. Если миндальной муки нет, можно приготовить ее самостоятельно из сырого миндаля. Я взяла 100 с небольшим грамм миндаля, его очистила, и затем подготовленный миндаль я смолола в кофемолке в муку. При этом кофемолку включала пульсами, чтобы миндаль не перебить, не переработать, чтобы из орехов не выделилось масло. Для заливки нам понадобится 125 мл жирных сливок для взбивания. Можно взять сливки жирностью 30% и выше. Я, как обычно, беру 35% сливки. 100 грамм миндальной муки, 100 грамм сахара, одно среднее куриное яйцо и буквально щепотка соли. Также нам понадобятся консервированные абрикосы. Я обычно покупаю 800-граммовую банку, сироп сливаю, а абрикосы использую для пирога. И горсть миндаля. Слегка взбиваем яйцо
Сюда же всыпаем щепотку соли, вливаем жирные сливки, постепенно всыпаем сахар и взбиваем до тех пор, пока на поверхности не будут оставаться видимые следы от лопастей миксера. Попутно, предвидя ваш вопрос, скажу, что не знаю, можно ли приготовить этот пирог с меньшими по жирности сливками. Возможно, и можно, но я никогда не пробовала. Готовила именно в таком варианте. Вмешиваем миндальную муку, и наша заливка готова. Достаем из холодильника форму, выкладываем подготовленную заливку, разравниваем и выкладываем сверху половинки абрикосов. Выкладываем срезом вверх. Я готовила этот пирог с консервированными абрикосами, но я думаю, что вполне его можно приготовить и со свежими. В центр каждого абрикоса кладем ядро миндаля, подравниваем тесто. Я срезаю тесто так, чтобы край теста был примерно на 1–1,5 см выше абрикосов. Все срезанное тесто маленькими кусочками раскладываю сверху. Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется пирог примерно 40–50 минут. Мой пирог пекся ровно 45 минут. Свежеиспеченный пирог прямо в форме ставим на решетку и даем остыть до теплого. Аккуратно снимаем форму и аккуратно перекладываем пирог на сервировочную тарелку. Подавать пирог можно в теплом или холодном виде. Мне он больше нравится, когда полностью остынет. Традиционно пирог подают со взбитыми сливками. Он вполне вкусен и сам по себе. Итак, наш немецкий пирог с абрикосами и миндалем готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.